Добро пожаловать, дорогие слушатели! Сегодня я поделюсь с вами историей о неожиданной встрече, хрупких надеждах и непростом выборе. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устройтесь поудобнее, наш рассказ начинается. Приятного прослушивания. Алла заметила его на выставке современного искусства в тот прохладный сентябрьский вечер, когда город начинал укутываться в золотистую дымку ранних сумерек, а в залах галереи пахло свежей краской и дорогим парфюмом. Он привлек ее внимание не яркой внешностью или особым положением, а странной, почти неестественной неподвижностью. Стоя перед масштабным абстрактным полотном, он напоминал не зрителя, а часть инсталляции. Застывшую фигуру в пространстве, завороженную хаосом линий и цветов. Минут 15 он не шелохнулся, будто вглядывался в сложную криптограмму, пытаясь прочесть скрытое послание в агрессивных красных мазках, прорезавших угольно-чёрный фон. Вокруг царила привычная суета. Посетители скользили взглядом по холстам, щелкали селфи на фоне экспонатов, торопливо переходили от одной работы к другой. Он же будто врос в полированный бетонный пол, отгороженный от общего потока невидимой стеной сосредоточенности. Алла, будучи художником-любителем, с профессиональным любопытством оценила картину. Рваные линии, динамичные всплески багрового и алого, создававшие ощущение яростного, почти физиологического порыва. Казалось, художник не писал, а сражался с холстом. «Видите что-то конкретное в этом?» — спросила она, нарушив его медитативную погруженность. Мужчина вздрогнул, словно возвращаясь из далекого путешествия, и обернулся. Лет 35, самое обычное лицо без запоминающихся черт. Ни резкой стати, ни мягкой расплывчатости. Короткая аккуратная стрижка, простые джинсы и белая рубашка с закатанными до локтей рукавами. Ничего примечательного. «Честно, пытаюсь понять, почему это стоит 300 тысяч», — ответил он с легкой, чуть растерянной усмешкой. Алла рассмеялась в ответ, почувствовав внезапное родство душ. Нашелся кто-то, кто готов озвучить простой, почти кощунственный для арт-пространства вопрос. Она заметила, что искусство — это всегда диалог между ценой и желанием покупателя. И он кивнул, не споря. Резонно и практично. Разговор завязался сам собой. Его звали Давид Хохлов. Он руководил проектами в крупной IT-компании. На выставку зашел случайно. Шел мимо после работы, решил убить время. Алла рассказала, что она старший аналитик в банковской структуре, живет одна в съемной квартире, а на выставки ходит регулярно, хотя половину экспонатов, честно признаваясь, не понимает. Она махнула рукой в сторону инсталляции из гнутых металлических труб, напоминавшей скелет фантастического насекомого. Но это лучше, чем торчать дома, уткнувшись в телефон. «Зато выглядит культурно и интеллигентно», — согласился Давид. «Лучше, чем деградировать в социальных сетях, это точно». После вернисажа он предложил выпить кофе в ближайшей кофейне. Алла согласилась без раздумий. Не потому, что он ей безумно понравился, а из простого, почти забытого любопытства. Давно она не знакомилась с мужчинами просто так, без навязчивых приложений, бесконечных свайпов и заученных фраз. В небольшой уютной кофейне с приглушенным светом и ароматом свежесмолотых зерен разговор потек легко и непринужденно. Давид оказался на удивление спокойным собеседником. Без пафоса и самолюбования, не хвастался работой или доходами. Рассказывал размеренно о рабочих проектах, редких командировках в регионы, внимательно слушал ее истории о банковских буднях, не перебивал и не лез с непрошенными советами. Когда молоденькая официантка принесла счет, Давид автоматически потянулся к бумажнику. Алла же быстро достала телефон. «Давайте разделим пополам», — сказала она твердо. «Это я приглашал вас на кофе. А я привыкла всегда платить за себя сама. Принцип такой». Давид не стал спорить, не надулся, не начал доказывать свою состоятельность. Просто кивнул, принимая ее правила. Этот момент тронул ее особенно. В отличие от прежних кавалеров, либо обижавшихся на такое предложение, либо пускавшихся в пространные тирады о джентльменстве, он просто уважил ее выбор. В конце вечера они обменялись номерами. Алла не ждала, что он напишет. Обычно так и происходило. Но уже на следующий день в мессенджере пришло короткое сообщение, без заигрываний и смайликов. «Было очень приятно познакомиться. Если не против, можем как-нибудь встретиться еще раз».
Она ответила согласием без долгих раздумий. В конце концов, почему бы и нет? Второе свидание они назначили ровно через неделю. Давид выбрал небольшой грузинский ресторанчик на самой окраине города, в тихом переулке, где витрины светились теплым желтым светом, а из-за дверей доносились пряные ароматы аджики и сулугуни. Алла приехала минута в минуту, как и положено человеку, для которого пунктуальность была не просто привычкой, а жизненным принципом. Давид опоздал на целых 20 минут. Она уже собиралась уходить, когда раздался его звонок. Извиняющимся тоном он объяснял, что попал в жуткую пробку на выезде из центра. «Еще раз так опоздаешь. Встречу немедленно отменяю и больше не приду», — сказала Алла жестко, когда он наконец появился, запыхавшийся, и опустился на стул напротив. «Моё время стоит дорого, и я не люблю, когда его тратят попусту». Давид кивнул очень серьезно, без тени улыбки или попытки шутить. «Понял тебя абсолютно. Больше такого не повторится. Обещаю». И слово свое он сдержал. С тех пор на все последующие встречи он приходил минута в минуту, а если задерживался даже на 5 минут, обязательно звонил или писал, коротко и по делу. Алла не могла не ценить такую обязательность. После череды отношений с инфантильными и безответственными мужчинами, которые могли заставить ждать себя час без предупреждения, это казалось глотком свежего прохладного воздуха. Простым, но таким редким проявлением уважения. Их встречи стали регулярными. 2 раза в неделю, не чаще. Они ходили в кино на новые премьеры, гуляли по осенним паркам, шурша опавшей листвой, подолгу сидели в тихих кафе, разговаривая обо всем на свете. От абсурда офисной политики до тонкостей сюжетов в старых книгах. Давид никуда не торопился. Не давил, не требовал эмоциональных взрывов. Алла, измотанная бурей предыдущих отношений, закончившихся грандиозным скандалом и взаимными тяжелыми обвинениями, ценила эту размеренность. Спокойствие и стабильность — вот что стало для нее новой роскошью. Через 1,5 месяца после знакомства Давид впервые пригласил ее к себе домой. Он жил в стандартной однокомнатной квартире в спальном районе, где из окна открывался вид на типовые панельные дома. Внутри царила почти стерильная чистота и поразительный порядок. Минималистичный стиль, очень мало мебели и вещей, лишь самое необходимое. Алла, окидывая взглядом пространство, спросила: «Ты недавно сюда переехал?» Отмечая про себя пустоту на полках. «3 года уже живу здесь. Просто не люблю захламлять пространство ненужными вещами», — пояснил он. На единственной книжной полке стояли учебники по программированию, несколько потрёпанных фантастических романов и одна фотография в простой деревянной рамке. На снимке Давид, чуть более молодой, стоял, обнимая за плечи ухоженную пожилую женщину с добрыми глазами. «Это моя мама», — сказал он, следуя за её взглядом. «Она живёт совсем недалеко, в соседнем районе. Я часто её навещаю по выходным». «Это хорошо, что близко живёте», — кивнула Алла нейтрально. «Да, очень удобно получается», — просто согласился он. Алла мысленно отметила этот факт. Сын, привязанный к матери. Пока ничего критичного, у многих взрослых людей так бывает. Родители рядом, помогают, поддерживают. Главное, чтобы эта привязанность была без фанатизма и нездоровой зависимости. Ужин прошел приятно и спокойно. Давид готовил вполне сносно для холостяка. Пасту с морепродуктами и свежий салат с рукколой. Они беседовали на кухне, смеясь над глупостями, и ей было легко и непринужденно. Потом смотрели старый французский фильм, сидя на диване, и он осторожно обнял ее за плечи. Алла не отстранилась, позволив себе прильнуть ближе, ощущая тепло его тела. К концу 3-го месяца они виделись уже почти каждый день после работы. Давид познакомил ее со своей шумной компанией друзей-программистов, веселых и немного странных ребят. Алла, в свою очередь, представила его своей лучшей подруге Оксане. Когда они остались наедине, Оксана сказала откровенно: «Вполне нормальный, адекватный мужик, Алла. Держи за него покрепче, а то разберут». «Рано еще делать выводы и строить планы», — парировала Алла с легкой улыбкой, хотя внутри что-то теплело от этих слов. «Ну ладно, посмотрим через время». Ровно через 4 месяца после той первой встречи на выставке, когда осенний воздух стал по-настоящему хрустальным и прозрачным, а листья окрасились в багряные и золотые тона, произошло неожиданное.
Они неспешно гуляли по почти пустому парку, вдыхая влажный запах опавшей листвы и дымчатой прохлады, и присели на старую, покрытую седым лишайником скамейку у пруда, где плавали последние утки. Давид внезапно замолчал на полуслове, повернулся к ней всем корпусом, и в его обычно спокойных глазах появилось редкое напряжение. «Послушай, Алла, а давай мы с тобой поженимся?» — произнес он серьезно, без предварительных объяснений и лирических отступлений, глядя прямо в глаза, будто вручая не предложение, а важный деловой документ. Алла, честно говоря, совершенно не ожидала услышать такие слова именно сейчас, в этот обычный вечер. Она молчала добрых 10 секунд, в то время как внутренний аналитик в ней лихорадочно взвешивал все «за» и «против», оценивая риски и возможные последствия этого спонтанного шага. Давид терпеливо ждал, не нарушая тишину, не пытаясь заполнить паузу оправданиями или шуткой. «Почему ты решил именно сейчас?» Осторожно выдохнула она наконец, вглядываясь в его лицо, освещенное закатным светом. «Потому что мне с тобой действительно очень хорошо. И я хочу, чтобы так было всегда. Постоянно. Это официальное предложение руки и сердца. Абсолютно официальное». Она изучала его. Спокойные черты лица, серьезный прямой взгляд, в котором не было ни тени насмешки или неискренности. Она не видела подвоха. Перед ней был адекватный, работящий мужчина без вредных привычек. Ей самой недавно исполнилось 32, и она порядком устала от бесконечных поисков, утомительных свиданий и череды разочарований. Возможно, это и есть та самая точка покоя, которую она так долго искала. «Хорошо», — выдохнула она с облегчением, как будто снимая с плеч невидимый груз. «Давай попробуем построить что-то серьезное. Давид радостно улыбнулся во весь рот, наклонился и поцеловал ее. Кольца, конечно, при себе не оказалось, и он виновато извинился. «Обязательно выберем вместе красивое. Какое ты захочешь». «Мне не принципиально наличие кольца, честно», — ответила Алла. «Всё равно очень хочу, чтобы у тебя было настоящее», — настоял он. Свадьбу решили назначить на середину октября будущего года. До события оставалось ровно 5 месяцев. Алла почти сразу же погрузилась в активное планирование, мысленно составляя списки и примерный бюджет. Ей хотелось скромного камерного торжества. Человек 30, не больше, только самые близкие. В хорошем ресторане с качественной кухней. Платье нашлось довольно быстро в дорогом свадебном бутике в центре. Кремового, нежного оттенка, простого элегантного кроя, но невероятно стильное. Стоило оно 55 тысяч, и Алла сразу же отложила необходимую сумму на специальный счет, привычно следуя своему правилу финансовой самостоятельности. Через 2 недели после помолвки Давид неожиданно предложил, наконец, встретиться с его матерью. «Она уже давно очень хочет с тобой познакомиться лично, постоянно просит меня организовать встречу». «Хорошо, давай встретимся, мне тоже интересно». Легко согласилась Алла, хотя внутри все же возникла легкая настороженность. Встречу назначили на ближайшие выходные, в субботу вечером. Мать Давида, Екатерина Григорьевна Хохлова, жила в просторной трехкомнатной квартире почти в самом центре города, в старинном сталинском доме с высокими потолками. Встретила она их на пороге очень приветливо, радушно обняла Аллу как родную и сразу повела на большую, сияющую чистотой кухню, где был накрыт поистине богатый стол. Разнообразные салаты, холодные и горячие закуски, домашняя выпечка. Все выглядело аппетитно и вкусно пахло. Екатерина Григорьевна, несмотря на свои 65 лет, по паспорту выглядела заметно моложе. Короткие волосы, аккуратно окрашенные в темно-каштановый, неброский, но качественный макияж, дорогая шелковая блузка известного бренда. Она производила впечатление ухоженной и состоятельной женщины. Говорила она очень много, энергично перескакивая с одной темы на другую, не давая собеседникам толком вставить слово. Она наперебой расспрашивала Аллу о работе в банке, о родителях, о планах на будущую совместную жизнь. Алла отвечала вежливо, но сдержанно и коротко. Она не любила, когда малознакомые люди при первой же встрече активно вторгаются в ее личное пространство. «А где живут твои родители, дорогая?» — поинтересовалась Екатерина Григорьевна, щедро накладывая ей салат. «В другом городе. Довольно далеко отсюда. Очень далеко. Около 800 километров на машине». «Ого, как далеко!» — протянула та, и в ее голосе прозвучала неуловимая нота,
которую Алла не смогла сразу идентифицировать. «Наверное, совсем редко видитесь тогда. 2-3 раза в год максимум получается. Как жалко, правда? Я вот своего Давидика каждую неделю обязательно вижу. Просто не могу без него долго. Скучаю сильно». Не скрывая собственнических ноток, продолжила Екатерина Григорьевна, ласково поправляя салфетку рядом с тарелкой сына. Алла молча кивнула, продолжая методично есть, сосредоточившись на вкусе изысканного салата, который теперь казался пресным. Давид сидел напротив, погруженный в молчаливое созерцание собственной тарелки, лишь изредка кивая, будто автоматически подтверждая слова матери. «А свадьбу когда планируете играть?» Не оставляла своих попыток разузнать все до мелочей Екатерина Григорьевна, и в ее голосе звенела настойчивая заинтересованность. «В октябре следующего года». «Так скоро уже? Я, конечно, обязательно помогу вам во всем, что нужно организовать. Может быть, ресторан оплатить или фотографа нанять хорошего». «Большое спасибо за предложение, но мы справимся сами со всем». Твердо, но вежливо парировала Алла, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Да ладно тебе, не стесняйся совсем. Я же прекрасно понимаю, молодым людям денег всегда катастрофически не хватает на все. У нас вполне достаточно средств на свадьбу». Екатерина Григорьевна на секунду замолчала, и ее губы плотно сжались в тонкую, неодобрительную линию. Алла отчетливо заметила эту мгновенную реакцию, но не подала вида, сохраняя на лице вежливую, нейтральную маску. Она не собиралась становиться обязанной этой женщине с первых же дней знакомства. Всю жизнь она привыкла рассчитывать исключительно на себя и свои силы. После сытного, но психологически утомительного ужина Екатерина Григорьевна с гордостью провела для них экскурсию по квартире. Пространство действительно поражало размахом и дороговизной. Светлые комнаты с высокими потолками, паркет из натурального дерева, белоснежные натяжные потолки и импортная мебель, подобранная со вкусом. «Вы сами делали весь ремонт?» — с искренним интересом спросила Алла, разглядывая интерьер. «Да, после развода с мужем. Бывший супруг оставил мне эту квартиру по суду, и я решила полностью обновить ее, сделать под себя. Очень хорошо получилось, со вкусом. Спасибо тебе, милая. Правда, это было уже довольно давно. Лет 10-11 назад примерно». Алла мысленно кивнула. Развод произошел 10 лет назад. Давиду на тот момент было около 25. Вполне взрослый, самостоятельный мужчина. Довольно странно, что он до сих пор настолько сильно привязан к матери. Вечер закончился уже далеко за полночь. Екатерина Григорьевна, стоя в просторной прихожей, долго и неохотно отпускала их, обнимая обоих с демонстративной нежностью. «Обязательно приезжайте еще, очень скоро. Буду с нетерпением ждать вас снова». Уже в машине, в тишине, нарушаемой лишь шумом мотора, Алла осторожно спросила. «Твоя мать всегда такая активная и говорливая?» «В каком смысле?» — не понял он, не отрывая взгляда от ночной дороги. «Ну, такая навязчивая немного. Слишком много вопросов задает. Давид слегка нахмурился, и в его позе появилась легкая напряженность. «Она просто искренне переживает за нас обоих. Хочет помочь. Это же совершенно нормально для матери». «Понятно», — коротко ответила Алла, принимая решение не развивать эту тему дальше. Слишком рано было делать категоричные выводы. Возможно, первая встреча была волнительной для матери, и поэтому женщина немного перегибала палку, стараясь произвести наилучшее впечатление. Однако Екатерина Григорьевна не унималась и после знакомства. Она начала звонить буквально каждый божий день, причем то Давиду, то самой Алле. Постоянно спрашивала, как у них дела, что нового, не нужна ли какая-то помощь. Сначала это даже казалось Алле милым проявлением заботы. Вот переживает любящая мать за единственного сына и его будущую невесту. Но постепенно эта навязчивая опека стала ощутимо давить на психику, вызывая глухое раздражение. Екатерина Григорьевна настойчиво ввела традицию обязательных совместных ужинов каждую субботу без исключений. Звала к себе домой, готовила много еды, накрывала богатый стол. Алла физически не могла отказать, ведь это было бы крайне неудобно и невежливо. Они покорно приезжали, ели, молча слушали бесконечные монологи свекрови про ее работу, многочисленных знакомых, последние новости из телевизора и интернета. Давид обычно сидел совершенно тихо, словно превращаясь в тень,
в статиста на этом еженедельном спектакле. Весь вечер он лишь изредка поддакивал матери односложным «да, мам» или «конечно». Его взгляд был обращен внутрь себя. Алла же из последних сил пыталась поддерживать видимость живой беседы, вставляя реплики, на которые Екатерина Григорьевна, как правило, не реагировала, сразу возвращаясь к своему монологу. К концу этих визитов Алла неизменно чувствовала себя выжатой, как лимон, эмоционально опустошенной, будто ее жизненные соки были поглощены ненасытной потребностью свекрови в одностороннем общении. Эта удивительная способность говорить часами без паузы, не давая собеседникам ставить и слова, была поистине гипнотической. Но нарастающее напряжение создавали и другие, более материальные проявления заботы. Свекровь постоянно предлагала помощь, которая с математической точностью оборачивалась новыми, более обременительными обязательствами. Однажды она, сияя от счастья, появилась на пороге их квартиры с 3 огромными, туго набитыми продуктовыми пакетами. «Купила все на большой распродаже в супермаркете. Вам с Аллой обязательно пригодится. Не выбрасывайте деньги попусту», — объявила она, водружая тяжеленные сумки на кухонный стол. Давид искренне обрадовался, видя в этом лишь проявление материнской любви. Ровно через неделю раздался ее звонок с просьбой помочь разобрать старый, до отказа забитый хламом гараж на даче. Весь их выходной превратился в изнурительную работу. Они таскали тяжеленные коробки, покрытые пылью десятилетий, выносили горы бесполезного старья, оттирали заскорузлую грязь. Алла физически выбивалась из сил, мышцы ныли, но она стиснула зубы и не подала виду, не желая выглядеть неблагодарной эгоисткой в глазах будущей родни. Другой показательный случай произошел с выбором ресторана для свадьбы. Екатерина Григорьевна, узнав, что пара находится в поиске, с жаром вызвалась помочь. Алла, уставшая от бесконечных просмотров, неосторожно согласилась. Целый день они объезжали самые разные площадки, и каждую свекровь подвергала уничтожающей критике. В одном месте кухня была простецкой, в другом — интерьер безвкусным, в третьем — цены грабительскими. В итоге она ультимативно настояла на заведении, где работала ее давняя подруга администратором. Алле это место показалось безликим и пафосным, но открыто отказать она не посмела. Екатерина Григорьевна так искренне расстраивалась при малейшем несогласии, что проще было капитулировать. Давид же оставался слеп к этим подводным течениям. Когда Алла, собравшись с духом, пыталась осторожно намекнуть на чрезмерное вмешательство, он лишь раздраженно отмахивался. «Она просто переживает за нас. Искренне хочет помочь. Это же нормально для любящей матери». Алла замолкала, вновь и вновь терзаясь сомнениями. А может, это с ней что-то не так? Может, она слишком мнительна и требовательна? В конце концов, Екатерина Григорьевна не совершала ничего ужасного, просто заботилась, как умела. А тем временем весна окончательно вступила в свои права. Снег растаял, уступив место первой робкой зелени, и на деревьях заолели клейкие листочки. Алла с головой ушла в подготовку к свадьбе, пытаясь найти отдушину в практических задачах. Она составляла бесконечные списки гостей, часами просматривала каталоги с платьями, скрупулезно рассчитывала бюджет. Накопления на отдельном счете росли, пусть и медленно, но неуклонно. Еще совсем немного», — утешала она себя. «Времени, усилий, денег. Хватит абсолютно на все задуманное». В один из тех теплых апрельских вечеров, когда воздух становится бархатистым и пьянящим, а закат окрашивает небо в нежные персиковые тона, они снова оказались в гостях у Екатерины Григорьевны. Традиционный субботний ужин, откровенно говоря, уже давно превратился в неотвратимую обязанность, от которой, однако, не было возможности отказаться без риска спровоцировать бурю обиды и упреков. На сей раз свекровь, сияя предупредительной улыбкой, приготовила ароматное мясное жаркое, от которого действительно вкусно пахло специями и травами. Однако приятная атмосфера была недолгой. За столом Екатерина Григорьевна внезапно тяжело вздохнула, смахнула несуществующую соринку со скатерти и устало покачала головой, словно неся на своих плечах неподъемный груз. «Что-то я в последнее время совсем устала, честно говоря», — тихо и с надрывом произнесла она, устремив грустный взгляд в свою тарелку. Давид мгновенно насторожился. Его лицо вытянулось от беспокойства, и он отложил вилку.
Что случилось, мам? Ты плохо себя чувствуешь? Екатерина Григорьевна искусно помолчала несколько секунд, создавая драматическую паузу, а потом медленно подняла на сына глаза, полые театральной печали. «Да вот, квартира эта проклятая меня совсем замучила в последнее время. Не могу больше так жить». Алла внутренне насторожилась. Ее тонкий слух уловил фальшивую ноту в этом монологе. «К чему бы это?» — пронеслось у нее в голове. «В каком смысле квартира?» — не понял Давид, искренне озадаченный. «Ремонт же совсем старый, 10 лет прошло». Все постепенно обветшало и пришло в полную негодность. С новым вздохом продолжала Екатерина Григорьевна. Трубы местами подтекают, обои кое-где отклеиваются от стен. Розетки периодически искрят. Честно говоря, даже страшно становится иногда. «Надо срочно хорошего мастера вызвать», — логично предложил Давид. «Я уже вызывала нескольких специалистов. Все в один голос твердят одно и то же. Обычный косметический ремонт тут совершенно не поможет. Нужен полноценный капитальный ремонт всей квартиры. А это очень дорого стоит. У меня, к сожалению, таких серьезных денег просто нет». В воздухе повисла тяжелая, неловкая пауза. Екатерина Григорьевна смотрела на сына с плохо скрываемым ожиданием и надеждой. «Сколько примерно нужно денег?» Осторожно, после паузы спросил Давид. Мастера называли сумму около 200 тысяч рублей. Это самый минимум для нормального результата. Давид глубоко задумался, нахмурив брови. Алла же молча изучала Екатерину Григорьевну своим проницательным взглядом. Та выглядела расстроенной и усталой, но отнюдь не настолько, чтобы быть на грани отчаяния. Что-то в этой истории определенно фальшивило, не сходилось. «Я помогу тебе деньгами, мам», — твердо заявил Давид. «Дам сколько нужно». «Правда, сынок?» Екатерина Григорьевна моментально оживилась. Ее глаза загорелись триумфом. «Давидик, огромное спасибо тебе. Я даже не знаю, как тебя благодарить». «Ничего страшного, мам. Как-нибудь разберемся с этим». Алла продолжала молчать, лишь плотно сжав губы. Позже, когда они ехали домой в машине, Алла осторожно спросила. «Дим, у тебя вообще есть свободные 200 тысяч?» «Ну, не совсем есть прямо сейчас. Накоплений всего около 50 тысяч. Остальную сумму постепенно возьму из ближайших зарплат. Но у нас же скоро свадьба будет. Куча серьезных расходов впереди. Справимся как-нибудь обязательно. Это же моя родная мать, в конце концов». Алла снова сжала губы, удерживаясь от резких слов. Открыто спорить и скандалить она не стала, но тяжелый темный осадок на душе остался. 200 тысяч рублей просто из воздуха не возьмешь, а до свадьбы оставалось всего 5 месяцев. На следующий же день Давид, верный своему слову, перевел матери первые 50 тысяч со своего счета и торжественно пообещал отдать остальную сумму частями в ближайшие месяцы. Екатерина Григорьевна засыпала его звонками, взахлёб благодарила и даже плакала от счастья и облегчения. Алла промолчала, решив просто наблюдать за развитием событий со стороны. Прошла ровно неделя. Екатерина Григорьевна снова позвонила Давиду и попросила их обязательно приехать, чтобы вместе осмотреть квартиру и детально обсудить предстоящий ремонт. Давид автоматически позвал с собой Аллу. Она молча согласилась, хотя внутри все уже кипело от немого возмущения. Квартира Екатерины Григорьевны встретила их прежней безупречной, почти музейной чистотой. Паркет блестел как новенький. На стенах не наблюдалось и намека на отклеивающиеся обои, а в воздухе витал знакомый аромат дорогого освежителя. Алла, не говоря ни слова, методично прошлась по всем комнатам, заглянула в ванную. Сантехника и правда была старой, еще с советских времен, но ни единой подтёка или ржавой потечности на эмалированных поверхностях она не обнаружила. «Где конкретно проблемы?» — прямо спросила Алла, останавливаясь посреди гостиной. «Вот здесь, посмотрите внимательно». Екатерина Григорьевна торжествующе указала на угол у потолка. «Видите небольшую трещину?» Алла присмотрелась. Действительно, в самом стыке стены и потолка змеилась тончайшая, почти волосяная трещинка, которую в обычной жизни никто бы и не заметил. «Ну и что с ней?» Мастер говорил, что это потенциально опасно. Стена может постепенно обрушиться со временем. Алла не смогла сдержать короткую откровенную усмешку. Обрушится целая стена от такой микроскопической трещины.
Но он же профессиональный специалист, ему виднее, чем нам, парировала свекровь с наигранной обидой. Алла ничего не ответила. Но в ее сознании все окончательно сложилось в единую, безрадостную картину. Это был чистой воды обман и циничная манипуляция. Никакого капитального ремонта этой роскошной квартире не требовалось. Екатерина Григорьевна просто с виртуозным мастерством выбивала деньги из своего доверчивого сына. Вечером того же дня, когда они остались наедине, Алла сказала Давиду без обиняков: «Твоя мать нас откровенно разводит на деньги». «Что ты такое говоришь?» — возмутился он, отпрянув. «Никакого ремонта там не нужно. Квартира в абсолютном порядке, все целое. Откуда ты можешь это знать наверняка? Я же сама была там. Все своими глазами внимательно видела». «Но мастер же сказал матери». «Какой конкретно мастер? Ты его лично видел?» Давид неуверенно замялся. «Нет, не видел». «Вот именно. Поэтому она все это выдумала специально. Зачем ей вообще что-то выдумывать?» Его голос дрогнул от гнева. «Затем, что она просто хочет получить деньги от тебя». Давид сильно разозлился. Его лицо залилось густым багровым румянцем. «Ты не имеешь абсолютно никакого права так отзываться про мою родную мать!» Алла не повысила голос, сохраняя ледяное спокойствие. «Имею полное право, потому что это напрямую касается наших с тобой денег, твоих и моих. Это исключительно мои личные деньги. Хорошо, пусть будут твои. Но мы ведь собираемся официально пожениться очень скоро. А значит, это уже будут общие семейные финансы». Давид резко отвернулся к окну, сжимая кулаки. «Я уже дал ей обещание помочь». «Тогда отмени свое обещание. Не могу так поступить». Алла тяжело вздохнула, чувствуя, как стена между ними вырастает все выше. «Делай, что считаешь нужным, но знай точно, твоя мать откровенно тебя использует в своих целях». Давид не ответил. Неприятный разговор на этом закончился, оставив в воздухе тяжелую, нерассеянную взвесь обиды. Алла легла спать с гнетущим чувством, что что-то важное в их отношениях безвозвратно сломалось. На следующий день она позвонила Оксане и, сбиваясь, выложила подруге всю ситуацию. Та выслушала внимательно, без единого перебивания. «Ал, беги от него немедленно, пока не поздно», — вынесла она беспощадный вердикт. «Почему ты так категорична?» «Классический маменькин сынок во всей красе. Он будет всю оставшуюся жизнь постоянно тянуть свою мать финансово. А ты что, действительно хочешь такой судьбы?» «Честно, не знаю. Пока». «Тогда подумай очень хорошенько и взвешенно». Алла думала целую неделю напролёт. Давид за это время, словно в пику ее сомнениям, перевел матери еще 50 тысяч рублей. Екатерина Григорьевна, торжествуя, сама позвонила Алле и сладким, сиропным голосом поблагодарила. «Огромное спасибо тебе, дорогая, что поддерживаешь моего Давидика в этом. Он у меня такой хороший, отзывчивый сын». Алла ответила максимально сухо. «Не за что». И повесила трубку. Она опустилась на диван. За открытым настежь окном легкий ветер шевелил занавески, донося с улицы шум жизни. Она долго смотрела в эту пустоту и напряженно думала. Может быть, действительно правильно будет сейчас бежать, пока окончательно не поздно. Но нет. Слишком рано было делать поспешные выводы. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — сказала она сама себе, не веря в это до конца. А дальше ситуация стала развиваться с кафкианской, гротескной логикой, становясь все интереснее и неожиданнее в своей абсурдной откровенности. Ровно через 2 недели Екатерина Григорьевна торжественно, с придыханием, объявила, что ремонт в ее квартире официально начался. Якобы были наняты профессиональные мастера, которые уже вовсю трудятся, создавая будущий интерьерный шедевр. Давид, услышав это, искренне обрадовался, и в его глазах читалось глубочайшее облегчение. «Видишь, а ты сомневалась. Теперь все абсолютно серьезно было», — сказал он Алле, словно апеллируя к ее недоверию. Алла в ответ промолчала, но попросила дать ей контакты этих таинственных мастеров, якобы для будущих советов по ремонту в их собственной квартире. Давид лишь развел руками. Мать почему-то не предоставила никаких телефонов, заявив, что сама лично все организует и жестко контролирует. «Очень подозрительно», — пронеслось в голове у Аллы, и в ближайшие выходные она, движимая внутренним детективным зудом,
специально приехала к дому Екатерины Григорьевны. Припарковав машину напротив подъезда, она устроила настоящую слежку. 1,5 часа наблюдения не выявили ни единого признака ремонтной активности. Ни рабочих, ни машин со стройматериалами, ни характерного шума перфоратора. Единственным подозрительным объектом оказалась сама свекровь, которая вышла из подъезда, нарядная и спокойная, села в подъехавшее такси и укатила в неизвестном направлении. Вернувшись домой, Алла сразу же на взводе выложила Давиду результаты своей вылазки. Тот слушал с каменным лицом и в итоге категорически не поверил. «Может быть, они работают в другие дни недели?» — попытался он найти логичное объяснение. «Давид, там вообще ничего не происходит, никакого ремонта нет. Ты же только 1 раз ездила проверить». «Мне вполне достаточно 1 раза», — парировала Алла, чувствуя, как нарастает бессильная ярость. Давид раздраженно махнул рукой. «Хватит уже параноить на ровном месте. Моя мать никогда не станет меня обманывать». В этот момент Алла окончательно поняла. Она бьется головой о глухую непробиваемую стену. Он слеп и глух в этом вопросе. Он верит матери безоговорочно и беспрекословно, вопреки всем очевидностям. Прошел еще месяц. Екатерина Григорьевна, не моргнув глазом, запросила у сына еще денег. Якобы мастерам срочно понадобились дополнительные строительные материалы. Еще 50 000 рублей. Давид, не задумываясь, отдал. Чтобы найти эту сумму, ему пришлось влезть в серьезный долг, оформив потребительский кредит в банке под заоблачный процент. Алла узнала об этом совершенно случайно. Зайдя в его ноутбук в поисках простого кулинарного рецепта, она невольно увидела открытую вкладку личного кабинета банка с деталями свежего кредита. Не выдержав, она тут же набрала его номер. «Ты взял кредит в банке?» В трубке повисла долгая красноречивая пауза. «Да, взял». «Зачем тебе понадобился кредит?» «Матери нужны были срочно деньги на материалы». «Давид, это же полное безумие!» «Это исключительно моё личное решение. Мы официально женимся буквально через 3 месяца. У тебя теперь серьезный долг перед банком. Я обязательно погашу его вовремя». «Когда конкретно?» «Скоро погашу». Алла с силой швырнула трубку, села на кухню и уставилась в стену. Внутри клокотала не злость, а нечто гораздо более гнетущее. Глубокое, всепоглощающее разочарование в человеке, в котором она надеялась найти опору. Их вечерний разговор с глазу на глаз был жестким и беспощадным. Алла сказала предельно прямо: «Если ты немедленно не прекратишь бездумно спонсировать свою мать, я официально разрываю нашу помолвку». Давид заметно побледнел. «Ты не можешь так поступить со мной». «Еще как могу, и обязательно сделаю это. Но это же моя родная мать, и это наши отношения, наше будущее. Выбирай, сейчас». Давид долго молчал, избегая ее взгляда. А потом выдавил очень тихо: «Дай мне немного времени подумать». «Сколько конкретно?» 1 неделю». Алла молча кивнула. Неделя прошла в тяжелом, давящем ожидании. Давид абсолютно ничего не изменил в своем поведении. Как только Екатерина Григорьевна снова позвонила с просьбой, он покорно, без единого возражения, снова перевел ей деньги. Алла узнала об этом от него самого. Он даже не стал скрывать. «Это последний раз, честно обещаю», — устало сказал он, глядя в пол. «Сколько раз ты уже говорил эту фразу?» «Теперь точно последний раз, правда». Алла больше не верила ни единому его слову. И все же, к собственному удивлению, она так и не разорвала помолвку окончательно. Почему? Она и сама не могла дать себе точного ответа. Может, в глубине души еще теплилась наивная надежда, что он одумается. А может, она просто до безумия устала бороться с этими ветряными мельницами, в которые он упорно не желал видеть ничего, кроме исполинских великанов. До свадьбы оставалось ровно 2 месяца, и внешне подготовка шла своим чередом, как хорошо отлаженный, но бездушный механизм. Алла методично, с холодной собранностью, выкупила свадебное платье из ателье, окончательно утвердила с фотографом все ключевые моменты съемки и подписала финальное меню в том самом ресторане, который когда-то навязала Екатерина Григорьевна. Давид же рассылал пригласительные, аккуратно заполняя конверты.
Со стороны могло показаться, что это идеальная пара на финишной прямой к семейному счастью. Однако внутри этого фасада медленно, но неотвратимо зрело напряжение, подобное сейсмическому разлому, готовому взорваться в любой момент. Однажды, тихим, ничем не примечательным вечером, Алла, движимая внезапным порывом, неожиданно зашла к Давиду без предупреждения. У нее был свой ключ, подаренный когда-то с намеком на общее будущее. Повернув его в замке, она бесшумно вошла в квартиру. Внутри царила полная, гробовая тишина. Давида не было дома. Она прошла в спальню, и ее взгляд скользнул по знакомым предметам, ища, она сама не знала чего. И вдруг заметила слегка приоткрытую створку большого гардероба. Подойдя ближе, она распахнула ее полностью. На самой верхней полке в пыльном углу стояла ничем не примечательная картонная коробка из-под дорогой обуви. Сердце ее учащенно забилось. Встав на цыпочки, она с усилием дотянулась и сняла коробку. Крышка поддалась с легким шорохом. Внутри, аккуратно уложенные плотными пачками, перетянутые банковскими резинками, лежали деньги. Купюры по 5000. Много. Очень много. Дрожащими пальцами она пересчитала их. Ровно 420 тысяч рублей. Она замерла на месте, ощущая, как пол уходит из-под ног. 420 тысяч наличными. У Давида, который с таким трагизмом рассказывал о кредите, влезая в долги из-за отсутствия средств. Медленно, с хирургической точностью, она достала телефон и сфотографировала коробку со всех сторон. Сделала несколько четких снимков пачек купюр крупным планом. Затем также аккуратно все вернула на место, притворила дверцу шкафа и бесшумно покинула квартиру. Дома, сидя за столом, она вновь и вновь рассматривала снимки на большом экране ноутбука. 420 тысяч наличными, стучало в висках. Откуда? Его зарплата была хорошей, но не настолько. Копил годами? Возможно. Но тогда зачем была эта сложная, многослойная ложь про кредит, про отсутствие денег? Звонок Оксане был коротким и деловым. Нашла у него заначку. В шкафу. 420 тысяч. Оксана присвистнула. Классика жанра. Мужская касса на черный день. И что будешь делать? Не знаю. Пока. Спросишь напрямую? Скажет, что это его личное дело. Тогда зачем спрашивать? Парировала Алла. И сама же себе ответила. Незачем. Он уже мастерски научился врать и скрывать. И тогда в ней созрело окончательное, отчаянное и рискованное решение. На следующий день звонок раздался словно по заказу. Екатерина Григорьевна, впервые минуя сына, обратилась напрямую к невесте. «Алла, милая моя, можно тебя о чем то попросить?» Завела она свою сладкую сиропную партию. «Слушай внимательно. Понимаешь, ремонт почти закончен, но мастера настаивают на специальной импортной краске. Дорогой, 1030. Алла откровенно усмехнулась, качая головой. «И вы хотите, чтобы именно я дала вам эти деньги?» «Ну, если у тебя есть возможность...» Давид уже столько помог, неудобно снова к нему обращаться. «А ко мне обращаться удобно?» Екатерина Григорьевна смущенно замялась. «Просто подумала, вдруг у тебя есть свободные деньги?» «Есть», — четко сказала Алла. «Правда, есть?» — обрадовалась та, и в ее голосе зазвенела неприкрытая жадность. «Да, дам, но с одним условием». «С каким?» «После нашей свадьбы вы не звоните нам. Совсем. Ровно год». В трубке повисла долгая, тяжелая, ошеломленная пауза. «Это какая-то шутка?» «Нет, абсолютно серьезно. «Но я же родная мать Давида». «И что с того?» — холодно парировала Алла. «Как я могу целый год не звонить родному сыну?» «Очень легко. Просто не берите трубку и не звоните». Екатерина Григорьевна буквально задохнулась от возмущения, и в трубке послышался ее прерывистый хриплый вздох. «Ты просто издеваешься надо мной?» Выдохнула она, и голос ее дрожал от неподдельной обиды. «Нет, совсем не издеваюсь». Спокойно, почти бесстрастно парировала Алла. «Просто ставлю четкое условие. Хотите получить деньги? Соглашайтесь на него». «Я обязательно скажу об этом Давиду!» Голос свекрови взвизгнул, потеряв всякую аристократическую выдержку.
«Пожалуйста, скажите», — с легкой усмешкой ответила Алла и услышала, как в трубке раздался оглушительный грохот. Та с силой бросила аппарат. Вполне ожидаемая реакция. Уже вечером того же дня раздался звонок от Давида. Он был в ярости. Его голос, срывающийся на крик, резанул слух. «Ты вообще что себе позволяешь?» «Я просто поставила четкое условие для получения денег. Твоя мать не согласилась его принять». «Какое еще условие?» — проревел он. «Это совсем не ваше с ней дело», — оставалась невозмутимой Алла. «Это моя родная мать, и это мои личные деньги. Хочет получить? Пусть принимает мои правила игры». Давид продолжал кричать еще минут 10, изливая поток упреков и оскорблений. Алла молча слушала, не перебивая, а потом просто положила трубку. Полностью отключила звук на телефоне и спокойно легла спать. Утром в мессенджере ждало развернутое сообщение. «Прости меня, пожалуйста, я сильно перегнул вчера. Давай спокойно поговорим обо всем. Алла согласилась на встречу. Они встретились вечером в тихом полупустом кафе. Давид выглядел измождённым, с синяками под покрасневшими глазами и небритой щетиной. «Моя мать очень сильно обиделась на тебя», — начал он тихо, сокрушенно. «Пусть обижается сколько хочет, мне все равно». «Алла, ну так нельзя поступать с людьми». «Можно и нужно. Она постоянно влезает в нашу личную жизнь. Я просто устала это терпеть. Она просто искренне хочет помочь нам. Она хочет полностью контролировать каждый наш шаг». Ее голос впервые за вечер дрогнул от накопленного напряжения. Давид тяжело вздохнул, потер лицо ладонями. «Хорошо, я понял. Я обязательно серьезно поговорю с ней. Попрошу быть немного сдержаннее». «Не надо вежливо просить. Надо жестко требовать изменений», — отрезала Алла. «Она же твоя родная мать, а я твоя будущая законная жена. Кто для тебя важнее?» Давид замолчал. Его взгляд беспомощно отвернулся в сторону, уставившись в запотевшее окно. В этом молчании Алла мгновенно получила исчерпывающий ответ. Он никогда не выберет ее. Мать была и останется для него сакральной фигурой, неприкосновенной и главной. Разговор закончился, не дав никакого конкретного результата. Давид молча встал и ушел, оставив ее одну за столиком с 2 недопитыми чашками кофе. На следующий день Алла снова приехала к дому Екатерины Григорьевны. Дождавшись, когда та, нарядная и довольная, выйдет и скроется за углом, она решительно поднялась на нужный этаж и позвонила в дверь соседней квартиры. Дверь открыла пожилая, добродушного вида женщина. «Здравствуйте, я из управляющей компании дома», — уверенно сказала Алла. «Проверяем все ремонтные работы. У вашей соседки, Екатерины Григорьевны, недавно делали серьезный ремонт квартиры». Женщина искренне удивилась. «Какой ремонт? Никакого ремонта вообще не было у нее. Вы абсолютно уверены?» «Совершенно точно. Я целыми днями дома сижу, все прекрасно слышу через стенку. Никто ничего там не делал вообще». Алла вежливо поблагодарила ее и быстро ушла. Вот оно, окончательное, железобетонное подтверждение. Никакого ремонта не было и в помине. Екатерина Григорьевна просто виртуозно выманивала деньги у доверчивого сына. Теперь главный вопрос. Что делать с этой информацией? Сказать все напрямку Давиду? Он категорически не поверит. Тогда что остается? Алла вернулась домой, задумчиво села за ноутбук и открыла банковское приложение. На свадьбу было отложено ровно 90 тысяч, платье поглотило 55. Оставалось всего 35 тысяч на все остальное. Фотограф, ресторан, цветы. Катастрофически мало. В голове навязчиво и неотступно прокручиваться опасный безумный план. А что если... Нет, это полное безумие, так нельзя. Но навязчивая мысль не отпускала, обрастая коварными деталями. Весь вечер и всю ночь Алла провела в мучительных раздумьях, прокручивая в голове единственный, отчаянно рискованный план. Он казался ей не просто авантюрой, но актом высшей справедливости, возмездием за систематический обман и манипуляции. На следующий день, заручившись леденящим спокойствием, она снова поехала к Давиду. Зная, что он на работе, она без колебаний открыла дверь своим ключом и решительно направилась в спальню. Знакомая коробка по-прежнему покоилась на верхней полке шкафа.
420 тысяч лежали нетронутыми. Плотные пачки купюр излучали молчаливое равнодушие. Сердце ее бешено колотилось, но руки не дрожали. Она взяла ровно 150 тысяч, 3 аккуратные пачки по 50, после чего также бережно вернула коробку на место, закрыла дверцу и бесшумно покинула квартиру. Дома в безопасности, она еще раз пересчитала деньги. 150 тысяч наличными. Сумма, которой с лихвой хватило бы на достойную свадьбу, хорошего фотографа, изысканные цветы, и даже оставался бы запас на непредвиденные расходы. Она спрятала купюры в домашний сейф, и странное чувство, посетившее ее, было не похоже на угрызение совести. Скорее, это было холодное удовлетворение от сведенного счета. Давид бездумно тратил их общее будущее на прихоти матери, врал о кредитах и прятал крупную заначку. Она же просто вернула в их бюджет малую часть того, что по праву должно было принадлежать им обоим. Честно? Нет. Справедливо? В ее системе координат, безусловно. Она сознательно не сказала Давиду ни слова. Зачем? Он либо не заметит пропажи, либо, что вероятнее, заметит, но побоится поднять скандал и выносить ссор из избы. В любом случае, эти деньги теперь стали ее тайным козырем, скрытой картой в предстоящей игре. Следующие несколько недель прошли в обманчивом спокойствии. Давид ни разу не обмолвился о деньгах. Екатерина Григорьевна звонила заметно реже, зализывая раны после того жесткого разговора. Алла методично, с ироничной точностью оплачивала услуги фотографа, заказывала роскошные цветы и вносила окончательный платеж за ресторан. Все из тех 150 тысяч, что она взяла. Давид пребывал в блаженном неведении, наивно полагая, что она тратит свои честно накопленные средства. Ровно за месяц до свадьбы Екатерина Григорьевна неожиданно пригласила их на торжественный ужин. Алла категорически не хотела идти, но Давид с привычным для него надрывом умолял. «Последний раз перед свадьбой увидимся все вместе. Сделай это ради меня, прошу». Скрипя сердцем, она неохотно согласилась. Их встретили с подчеркнутой, почти театральной радушностью, будто никаких конфликтов и не было. Стол ломился от яств, беседа текла плавно и ни к чему не обязывающая. После ужина Екатерина Григорьевна с заговорщическим видом объявила: «Дорогие дети, я хочу вам кое-что очень важное показать». И провела их в дальнюю комнату. Алла зашла следом и внимательно осмотрелась. Комната и впрямь преобразилась. Стены были свежевыкрашены в нежный персиковый оттенок, в одном углу красовались новые обои с мелким цветочным узором. Паркетный пол сиял зеркальным лоском. «Вот, посмотрите», — с гордостью произнесла Екатерина Григорьевна, широко разводя руками. «Ремонт полностью закончен наконец. Правда, получилось красиво». Давид искренне, с детским восторгом улыбался. «Мам, действительно отлично, очень красиво». «Я так старалась, столько сил вложила. Огромное спасибо вам, обоим, за бесценную помощь. Без вас я бы точно не справилась». Алла продолжала молчать. Ее аналитический взгляд скользил по деталям. Итак, какой-то ремонт здесь все таки был, но лишь частичный, в одной единственной комнате. При этом Екатерина Григорьевна выбила у сына огромные суммы, якобы на капитальный ремонт всей квартиры. 150 тысяч она получила. Потратила от силы 30. Куда же делись остальные деньги? И тогда Алла, глядя прямо в глаза свекрови, задала вопрос предельно прямо и жестко. «Сколько именно вы потратили на этот ремонт?» Екатерина Григорьевна слегка замялась, и ее взгляд на мгновение метнулся в сторону, будто ища спасения в узорах на новом паркете. «Но все то, что Давид мне дал», — проговорила она, тщательно подбирая слова, — 150 тысяч рублей. На одну комнату. Материалы были очень дорогие, качественные, импортные». Алла откровенно усмехнулась, и этот звук прозвучал особенно резко в натянутой, как струна, тишине. «Понятно. Теперь». Давид укоризненно посмотрел на нее. В его глазах читалась мольба и раздражение. «Зачем ты начинаешь опять?» «Просто интересно стало», — парировала Алла, не сводя холодного взгляда со свекрови. Екатерина Григорьевна демонстративно надула губы, изображая глубокую обиду. «Если тебе кажется, что я кого-то обманываю...» «Мне не кажется». Голос Аллы был стальным и безжалостным. «Я точно знаю это».
В воздухе повисла тяжелая, неловкая пауза, которую, казалось, можно было резать ножом. Давид заметно побледнел. «Алла, немедленно прекрати это!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Нет, не прекращу. Твоя мать целенаправленно выманила у тебя крупные деньги, потратила лишь небольшую часть, а остальное просто присвоила». Екатерина Григорьевна вспыхнула. Ее лицо исказило гримаса чистого возмущения. «Как ты вообще смеешь такое говорить?» «Очень легко смею. Я тщательно все проверила. Соседи прямо сказали, что никакого масштабного ремонта вообще не было. Только одна комната немного обновлена. Ты следила за мной? Специально?» «Да, следила. И выяснила правду». Давид резко встал, отодвинув стул с оглушительным скрежетом. «Всё, мы немедленно уходим отсюда». Алла спокойно не двинулась с места. «Уходи сам, если хочешь. Я остаюсь, чтобы договорить до конца». «Что ты делаешь?» «Хочу окончательно договорить с твоей матерью». Её спокойствие было пугающим. Давид в растерянности застыл на месте. Екатерина Григорьевна смотрела на Аллу с плохо скрытой, шипящей ненавистью. «Говори быстрее, что хотела сказать?» Холодно выдохнула она. Алла пристально посмотрела ей прямо в глаза, не отводя взгляда. «Вы постоянно манипулируете своим сыном, выбиваете из него деньги, нагло врете, давите на жалость и чувство вины. Я прекрасно знаю всю вашу подлую игру. Это совершенно не твое дело. Еще как моё. Потому что я официально выхожу за него замуж. И категорически не хочу, чтобы вы и дальше высасывали из нас последние деньги». Екатерина Григорьевна угрожающе шагнула вперед. «Немедленно убирайся из моего дома, мерзавка!» Алла демонстративно медленно поднялась, взяла свою сумку. «Ухожу. Но запомните точно, если после свадьбы вы продолжите эти манипуляции, я мгновенно разведусь с ним, и он останется совершенно один. Без семьи». Пустые, жалкие угрозы. «Хотите, проверьте на практике». С этими словами Алла решительно вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. Давид догнал ее уже на лестничной площадке, грубо схватив за руку. «Ты вообще в своем уме?» «В абсолютно здравом. Ты только что оскорбила мою родную мать». Я сказала ей чистую правду в лицо. «Какую правду? Она реально помогала нам. Она нагло обманула тебя, использовала». Давид силой сжал ее плечо. Его пальцы впились в кожу. «Немедленно прекрати». Алла резко, с отвращением стряхнула его руку. «Не смей меня так трогать. Ты планомерно разрушаешь мою семью. Я всего лишь защищаю наши отношения и наше будущее». Давид тяжело и прерывисто дышал, его грудь вздымалась. Потом он неожиданно выдохнул, почти шепотом. «Может быть, нам стоит отложить свадьбу? На время?» Алла внимательно посмотрела на него, изучая каждую черту его растерянного лица. «Может быть, стоит? Серьезно? Ты согласна?» «Абсолютно серьезно. Если ты не разберешься окончательно со своей матерью, я не выйду за тебя замуж. Никогда». Давид отвернулся, уставившись в темное окно на лестничной клетке. «Мне нужно время подумать обо всем. «Сколько конкретно?» «Не знаю точно». Алла устало вздохнула, чувствуя, как последние силы покидают ее. «Хорошо, думай. Позвони мне, когда решишь». Она спустилась вниз по лестнице и вышла на прохладную ночную улицу. Давид остался стоять на площадке в полном одиночестве, зажатый между двумя женщинами и своим неспособным сделать выбор сердцем. В следующие дни Алла жила в состоянии тягостного, выматывающего ожидания. Она терпеливо, почти с фанатичным упрямством, ждала его звонка, в то время как Давид упорно молчал. Она же принципиально не писала первой, считая это капитуляцией. Время текло с мучительной медлительностью. До назначенной даты свадьбы оставалось сначала 3 недели, потом 2 и, наконец, всего 1. Давид продолжал хранить гробовое молчание. В душе Аллы начали зарождаться сомнения, ползучие и холодные. А правильное ли решение она приняла? Может, стоит официально отменить все? Вернуть в салон то самое кремовое платье, распустить приглашенных гостей, разорвать договор с рестораном? Но ровно за 3 дня до назначенной даты, когда отчаяние уже начало подступать к самому горлу,
Раздался, наконец, его звонок. «Давай срочно встретимся и поговорим», — прозвучал его голос, лишённый всяких интонаций. «Когда?» «Сегодня вечером, если можешь». Они встретились в их привычном тихом кафе. Давид выглядел ужасно, измотанным, почти больным. Глубокие фиолетовые синяки под покрасневшими глазами, небритую щетину на осунувшемся лице, мятая рубашка. Всё кричало о внутреннем разладе. «Я очень много думал последнее время». Медленно, с трудом выдавливая слова, начал он. Думал днями и ночами напролёт. Алла молча ждала, сжимая в коленях холодные ладони. И я принял окончательное решение. «Какое?» — спросила она, почти не дыша. Он поднял на нее усталый взгляд. «Свадьба состоится, как и планировали. Но сразу после нее мы переезжаем. В другой город. Подальше от моей матери». Алла искренне удивилась, не ожидая такого поворота. «Ты серьезно? «Абсолютно серьезно. Я наконец понял, что ты была права. Мать слишком сильно влезает в нашу жизнь. Необходима дистанция. А как же твоя работа? Найду новую. Или буду работать удаленно. Алла задумчиво кивнула. Вариант в сущности был неплохим, почти идеальным выходом из тупика. Но один вопрос не давал ей покоя. «А твоя мать согласна с этим?» «Категорически нет. Мы очень сильно поругались. Она не понимает моего решения». Он помолчал. «И ты реально готов на этот шаг?» «Да, готов». Алла пристально всмотрелась в его глаза, выискивая малейшие признаки неискренности, фальши. Но увидела лишь усталую решимость. «Хорошо», — медленно сказала она. «Тогда мы женимся, как и планировали». Давид заметно с облегчением выдохнул. «Огромное спасибо тебе за понимание». Они крепко обнялись прямо в кафе, но Алла сквозь это объятие все равно чувствовала невидимую преграду, смутную тревогу, которую не могла объяснить. До свадьбы оставалось всего 2 дня. Алла забрала платье из химчистки, перепроверила списки гостей, в последний раз созвонилась с администратором ресторана. Всё было готово, отточено до мелочей. И ровно за день до торжества Давид неожиданно попросил срочно встретиться у него дома. Алла, не раздумывая, согласилась. Дверь открыл он сам. Его лицо было странным, неестественно бледным и напряженным. «Заходи быстрее», — тихо сказал он. Алла, насторожившись, переступила порог. В узком коридоре, словно монумент собственного торжества, неподвижно стояла Екатерина Григорьевна. Руки были демонстративно скрещены на груди, а губы сжаты в тонкую презрительную ниточку. Алла мгновенно замерла. Что здесь происходит? Давид виновато закрыл дверь у нее за спиной. Его взгляд упорно блуждал по полу. «Нам нужно серьезно поговорить. Всем». «О чем? Ледяным тоном спросила Алла. Он долго молчал, борясь с собой. Екатерина Григорьевна, не выдержав, победоносно шагнула вперед. «О том, что никакой свадьбы завтра не будет. Вообще». Алла медленно перевела взгляд на Давида. «Это правда?» Он молча, не поднимая глаз, кивнул. «Короче, мама нашла мне жену получше». Тихо, но с пугающей твёрдостью произнёс он. Алла застыла, несколько секунд молча переваривая услышанный абсурд. А потом внезапно горько усмехнулась. «Что ты сказал?» Екатерина Григорьевна довольно улыбнулась во весь рот. Её лицо сияло триумфом. «Спасибо за ремонт в моей квартире, милая. Но не сложилось. Бывает». Алла молча смотрела на них, застывших в немой сцене семейного триумфа. Давид упорно избегал её взгляда, уставившись в паркет, словно надеясь найти там спасение. Екатерина Григорьевна же буквально сияла, излучая торжествующее удовольствие. Внутри Аллы всё мгновенно похолодело. Не от шока, а от чистой, концентрированной ярости, что перекрыло всё остальное. Она медленно, презрительно усмехнулась, качнув головой. «Его заначка», — спокойно, почти бесстрастно произнесла она, глядя прямо в глаза Екатерине Григорьевне. Эффект был мгновенным, как удар тока. Лица обоих исказились гримасами ошеломлённого шока. «Что? Что ты сказала?» — еле выдохнул Давид, наконец подняв на неё растерянный взгляд.
Весь ремонт твоей любимой мамочки был полностью сделан за деньги из твоей личной заначки в шкафу. 150 тысяч наличными. Я случайно нашла коробку, взяла нужную сумму и оплатила все. Просто не сказала тебе об этом заранее. Давид резко побледнел, его глаза стали круглыми, как у ребенка, застигнутого за воровством. Екатерина Григорьевна стояла с глупо открытым ртом, не в силах издать ни звука. «Так что огромное спасибо именно тебе, Екатерина Григорьевна», — продолжила Алла, и её голос зазвучал как сталь. «За то, что своевременно показала мне, кто твой сын на самом деле. И отдельное спасибо тебе, Давид», — она холодно повернулась к жениху, «за то, что избавил меня от огромной жизненной ошибки». Давид сделал неуверенный шаг вперед. «Ты украла мои деньги?» «Да, взяла твои деньги. Точно так же, как ты постоянно крал мои нервы, мое время и мое доверие. Это настоящее воровство». Его голос сорвался на фальцет. Алла презрительно рассмеялась ему в лицо. «Воровство? Ты серьезно хочешь говорить со мной о воровстве? Именно ты, который врал про несуществующие кредиты, скрывал заначку и тратил наши общие деньги на прихоти матери вместо нашей свадьбы. Серьезно?» Давид бессильно замолк, не находя что возразить. Екатерина Григорьевна, опомнившись, нашла в себе силы для контратаки. «Мы подадим на тебя в суд». «Подавайте смело», — парировала Алла. «Я сохранила все банковские переводы, которые Давид делал вам. Все ваши слезные сообщения с просьбами о деньгах, записи наших разговоров, показания соседей, что никакого масштабного ремонта не было. Удачи в суде». Свекровь резко осеклась, побелев. Алла подняла с пола свою сумку. «Всё, я ухожу отсюда навсегда. Живите как хотите. Женись на той, кого мама подобрала. Может, она будет покорно терпеть ваши манипуляции. Я — нет». Она решительно развернулась, рывком открыла дверь и вышла на лестничную площадку. За спиной раздался истеричный крик Екатерины Григорьевны, но Алла даже не обернулась. Она быстро спустилась вниз и вышла на улицу, где вечерний воздух был приятно прохладен. Достав телефон, она набрала Оксану. «Срочно отменяй завтрашнее торжество. Свадьбы не будет». «Что случилось?» «Потом все расскажу. Можешь сейчас приехать?» «Уже выезжаю». Алла отключила звук, села на холодную лавочку у подъезда и смотрела на бесконечный поток машин. Внутри была странная оглушающая пустота, но не боль. Она снова достала телефон и написала короткое сообщение в общий чат с гостями. «Свадьба отменяется. Приносим извинения». Полностью отключив уведомления, она убрала телефон. Через 20 минут подъехала Оксана. Молча обняла ее и сказала: «Поехали ко мне. Поехали». Сажая в машину, Алла в последний раз обернулась. Окна квартиры Давида ярко светились в темноте. Он был там, вместе с матерью, решая, что делать дальше со своей жизнью. И ей было абсолютно все равно. Ровно через неделю Алла вернула свадебное платье в магазин. По правилам, ей вернули лишь половину стоимости. Бронирование ресторана пришлось отменить, потеряв предоплату безвозвратно. Фотографа она предупредила заранее, и он, к ее удивлению, не стал требовать неустойку. Давид предпринял отчаянные попытки вернуть ее доверие. Его звонки разрывали тишину с навязчивой регулярностью. В мессенджерах копились длинные, многословные сообщения, полные самооправданий и риторических вопросов. Алла оставалась непоколебима, храня ледяное молчание. Тогда последовало объемное письмо на электронную почту, где он, путаясь в словах, каялся, объяснял, что оказался под жерновами материнского психологического давления, растерялся и не хотел ее терять. Он умолял о втором шансе, о чистом листе. Алла внимательно, без эмоций, прочла послание, а затем без колебаний удалила его, отправив в ответ лишь лаконичное и окончательное: «Нет больше». После этого звонки и сообщения прекратились. Екатерина Григорьевна тоже попыталась до нее достучаться, но Алла даже не поднимала трубку, а вскоре навсегда добавила ее номер в черный список, похоронив последний канал связи. Жизнь, вопреки буре, постепенно возвращалась в свое прежнее спокойное русло. Работа в банке с ее четкими правилами и предсказуемостью, встречи с верными, проверенными друзьями, тихие вечера в одиночестве с книгой или хорошим фильмом —
все обрело знакомый размеренный ритм. Оксана как-то раз за кружкой вечернего чая осторожно поинтересовалась. «Ты ничего не жалеешь?» «Нет, совсем не жалею», — твердо ответила Алла. Правда? «Абсолютная правда. Я искренне рада, что узнала всю правду до свадьбы, а не после. Это было мудро». Она грустно усмехнулась, глядя на кружащиеся за окном листья. Или наоборот, глупо. Потратила кучу времени, денег и нервов впустую. Но зато получила бесценный жизненный урок. «Да», — кивнула Оксана, — «больше никогда не связываться с маменькиными сынками». Они обе рассмеялись, и в этом смехе было освобождение. Ровно через месяц после отмены свадьбы судьба преподнесла им неожиданную встречу. В огромном торговом центре на окраине города Алла увидела Давида. Он неспешно прогуливался под руку с незнакомой девушкой. Молодой, лет 25, яркой крашеной блондинкой в вызывающей короткой юбке. Они о чем то оживленно беседовали, держась за руки. Давид случайно поднял взгляд, встретился с Аллой глазами, смутился и густо покраснел. Она лишь нейтрально кивнула и спокойно прошла мимо, не замедляя шага. Девушка-блондинка с нескрываемым любопытством обернулась ей вслед, но Алла даже не оглянулась. Вечером она рассказала об этом Оксане. «Случайно видела его сегодня, с новой пассией». «И какие ощущения?» «Никаких. Абсолютно безразлично». Точно? «Да. Он для меня теперь просто чужой, посторонний человек». Оксана одобрительно кивнула. «Молодец. Живи дальше, спокойно». «Живу», — ответила Алла. И это была правда. Она продолжала работать, встречаться с друзьями, ходить на выставки. Иногда мысли о Давиде всплывали в памяти, но совершенно без боли, как отголоски старого, давно забытого фильма, который когда-то смотрела в детстве. Ровно через полгода общие знакомые поделились новостью. Давид официально женился на той самой блондинке из торгового центра. Свадьба была скорой и скромной, без особого размаха. Говорили, Екатерина Григорьевна была в полном восторге. Новая невестка оказалась куда более покладистой и не скупилась на деньги для семьи. Услышав это, Алла лишь усмехнулась. Значит, он нашел именно то, что искал. Или, точнее, мать нашла для него. Ей было абсолютно все равно. Она продолжала жить своей собственной жизнью. Спокойной, размеренной, предсказуемой. Без драм, скандалов и манипуляций. И была по-настоящему счастлива. Не в сказочном понимании, не с принцем на белом коне, а просто искренне счастлива от того, что не связала свою судьбу с человеком, который в критический момент выбрал мать вместо нее. Это был ее осознанный, выстраданный выбор, и она ни капли не жалела о нем. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если она затронула ваши чувства, оставьте, пожалуйста, комментарий. Нам очень важно ваше мнение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые произведения. До новых встреч!